Созрел у нас первый сорт инжира под названием Кастрило. Сорт получен из Испании от моего испанского коллеги Жесуса Фернандо Мачо. Этот сорт созрел 7, вот сегодня съемка на 7 июля 2019 года. Значит, самый первый из всех сортов, которые есть в нашей коллекции. А их сейчас более 70 сортов. Значит, вот стояли эти контейнера, значит, объемом 17 литров в таком парнике у нас находились. Они выгонялись в парниковых условиях. Примерно 2 недели назад пленка была снята, крыша, для того, чтобы они могли расти вверх. И сегодня я обнаружил вот в этих зарослях, что один сорт уже созрел. Значит, они стоят довольно плотно, очень интенсивно. Конечно, они создают тень друг другу, но тем не менее плоды все равно созревают. Вот такая окраска получается, зелено-желтая. И это в теневых условиях. Я так полагаю, что на солнце окраска должна быть желтая. Плоды ориентировочно вот первое плодоношение, учитывая то, что объем маленький, и что они тут постоянно испытывают недостаток влаги, мы часто поливаем, и что требуют перевалки больший объем, значит, плоды вот где-то до 40-45 грамм может быть, значит, небольшие плоды, да, то есть, но значит, для первого плодоношения в таких условиях стесненных это очень даже прилично. Значит, это бребы, значит, первый урожай на прошлогодней древесине. И что касается основного урожая второго, который должен быть на молодых побегах, то молодые побеги здесь не прищипывались, значит, и я не вижу тут второго урожая основного, чтобы где-то выдвинулся плод. Но я так полагаю, что если бы мы прищипнули вовремя, то плоды бы были. И в следующем году, значит, я надеюсь, что если мы проведем правильно зеленые операции вовремя, то будет и второй урожай. А в этом году мы сейчас видим 4 плода, вот таких вот. Значит, это сорт самоплодный, и у него очень хорошее это качество его, он сверхраннего срока созревания. Вот на 7 июля созрели плоды. Значит, этот сорт можно рекомендовать для тех районов Украины, где погодные условия не очень высокие суммы активных температур, не сильно много тепла, что он будет давать первый урожай созревать, а возможно даже и второй. В парниковых условиях однозначно. Значит, будет созревать 2 урожая. Итак, сорт Кастрило, полученный из Испании в 2018 году. Я сорву сейчас один плод для проведения дегустации. Вот этот плодик с этой стороны один, я его сорву. Вот. Значит, ножка плодика около 2 сантиметров, не сильно длинная, умеренно длинная, 2-2,5 сантиметра. Он завяливается, висит, неплохо держится. Я так полагаю, что возможно даже он пригоден для сушки прямо на кустах. Но это нужно еще испытывать. По крайней мере, эти плоды, которые завялились, не отпадают. Значит, сейчас проведем дегустацию этого плода. Произведу его взвешивание. Весы показали 32 грамма. То есть плодики небольшие, где-то порядка 30-35 грамм. Значит, это сорт самоплодный. Сейчас я его разрежу. Значит, ну такая вот бело-розовая мякоть. Ну, я должен сказать, что окраска зависит от освещенности. Если плоды находятся на солнце, то окраска мякоти всегда более интенсивная, более ярко окрашена. Значит, при теневых условиях она становится выцветшей. Значит, такой вот белый, белесой. Значит, бело-розовая. Это уже не первый раз замечено. Те же плоды канадрии, значит, и блэк Италии в теневых условиях становятся вот такими вот более выцветшими, таким менее ярко окрашенная внутренняя часть этих плодов, мякоть. Значит, костянка. Костянка мелкая, вот как мы видим, в диаметре где-то около миллиметра, семечка. Вот, сейчас я проведу дегустацию. Значит, кожица я вижу, что нежная, такая вот нежная мякоть кремовая тоже. Очень сладкий, наподобие канадрии плод. Значит, очень нежная, тающая мякоть. Это и так видно, видите, какая она вот. Значит, и съедается, раскусывается очень легко.
Значит, его можно есть, не чистя кожицу. Просто так. Прекрасный вкус. Освежающий такой, тонизирующий вкус. Сахаронакопление очень высокое. Значит, даже в таких теневых условиях. Вот, хочется отметить высокое содержание сахара. Значит, в этом сорте Кастрило, который получен из Испании. Значит, это очень перспективный сорт. Сейчас я вижу для таких более северных даже областей Украины можно применять этот сорт для посадки, для выращивания в открытом грунте, либо же в парниковых условиях. Ну и в других странах, таких как Россия, Белоруссия, возможно, и другие страны с умеренным климатом. Значит, прекрасный сорт сверхраннего срока созревания. Лист, значит, пятилопастной, среднерассеченный.